Всем привет, с вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Кто же вами интересуется? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Ну что, мои хорошие, я могу сказать, что вы, конечно же, начали свою жизнь как будто с чистого листа. Кого-то это вот совсем недавно вы начали, да, кто-то уже прошел этот жизненный этап. В принципе, знаете, эта женщина, которую вы оставили позади, это хорошо, что она там осталась. Мы не будем разбирать, почему, да, но я так вскользь просто озвучу, что такая женщина, которая была рядом с вами, уж простите, вот почему-то она у меня ассоциируется с таким, знаете, домашним полицейским, с жесткой такой королевишной, да, поэтому вы с ней расстались, и вы поймете, что вы были правы. Вы, в принципе, уже многие поняли, да, что с такой женщиной жить, ну, просто, ну, невозможно. Вы человечек, который очень эмоциональный, очень домашний и семейный. Да? Довольно часто у нас это выпадает в сигнификации, еще раз говорю, потому что у меня многие постоянные зрители смотрят. Не удивляйтесь, если какие-то моменты повторяются, конечно, потому что же вы же одни и те же многие, да, смотрят, поэтому общая какая-то энергетика есть. Вы человек довольно уверенный в себе. Вы, знаете, вот вы можете быть как хамелеон. Ну вот в каком смысле? С одними людьми вы можете подстраиваться, вы можете, ну как говорят, падать на мороз, дурачиться, да, где-то там ну, немножечко манипулировать, да, если того требует ситуация. Если же нужно, вы можете собраться, вплоть до того, что одеть строгий костюм, да, ну, опять же, по ситуации, и будете сама серьезность. То есть вы очень такой подстраивающийся человек, вы очень любите порядок, и, в общем-то, я бы сказала, у кого-то эта педантичность даже зашкаливает. Вы любите веселье, да? Я не беру во внимание те периоды, когда вам было плохо, либо же если кому-то сейчас из вас плохо. Но, в общем-то, вы такой, знаете, всегда были душой компании. Вы человек, который всегда знает много каких-то шуток, прибауток, анекдотов. Вы часто бывали в центре внимания. С вами интересно. Ну вот если коротко, то с вами точно не соскучишься. Вы всегда найдете, как человека развеселить, как человека поддержать. И причем вы можете поддерживать не просто какими-то там словами, шутками, прибаутками, да, вы можете во всех смыслах этого слова поддержать и денежкой, и, может быть, какой-то там, я не знаю, физической помощью, моральной, как угодно. Вы очень надежный человек. Женщины вот как-то вам попадаются все больше королевы, да, у кого-то может даже проиграться, что повторяются одни и те же вот сценарии в отношениях. Вот напишите, давайте сделаем снова маленький опрос, напишите в комментариях, вот реально, женщины вам попадаются по жизни, может быть, похожие, да, вот, либо же по характеру, там, я не знаю, по темпераменту, может быть, по тому, как заканчиваются ваши отношения. Допустим, если у вас было там несколько, да, то все несколько вот то ли предательствами вот заканчиваются, ну, чем-то схожим. Напишите, всегда очень интересно читать. Я вам скажу, что для вас очень немаловажно, как женщина выглядит, да, вот вам замухрышка никак не нужна, это точно. И чем женщина более уверенная в себе, вот она как-то, знаете, может даже манить немножечко, да, вам хочется ее разгадать, вам хочется как-то вот с ней сблизиться, да, может даже у кого-то проиграться, что это даже для утешения своего самолюбия такого, что вот я покорю еще и эту, да.
Напишите, у кого проигрываются такие моменты, да, вот вы можете увидеть женщину, да, вот казалось бы, для кого-то она страшная неприступная королева, а вы себе, как сильный мужчина, поставили цель. Вот ее я покорю, да, вот всем врагам назло. И четко идете к своей цели. Были у вас такие моменты. Можете прописать, кто не боится и не стесняется. Хотя, в общем-то, здесь все свои. Вы человек очень страстный, очень темпераментный. Вы, ну, вообще большой любитель кекса, да? Другое дело, что далеко не у всех из вас есть кекс тот же регулярный, да? Просто потому что, ну, рядом нет женщины, да. Сейчас у многих проиграется, что как раз вот интимная жизнь стоит на паузе. Бобик заскучал, заскулил. Ну и, конечно же, у многих он стал ручным, да? Вот собачка такая бедная, несчастная, сидит и ждет, когда же у него появится новая будочка, да? Поэтому, знаете, вот не все из вас так легко и просто переносят вот эту вот такую голодовку интимную, да. Бобик скулит, это капец просто. Я вам скажу, что вот вы настолько такие люди, ну, большинство из вас, да, кто будет мучиться, терпеть, да, вот даже вот в интимном плане, но лишь бы где вот полоскать там своего бобика, лишь бы в какой будке, вы точно не будете. Тут и момент брезгливости, тут и момент даже какого-то самоуважения, да, потому что, ну, уважающий себя мужчина, ну, он не пойдет, да, лишь бы с кем, хоть на трассе, хоть где угодно, да, вот как некоторые делают и снимают и на рынке, и на трассе, на улице, где угодно. Но это не про вас. Нет. Вы любите своего бобика, вы не хотите, чтобы он заболел, захворал, закашлял, а еще если у него сопельки потекут, это вообще капец тогда, да, когда начинает из носика капать. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Я вроде бы так шутками-прибаутками, да, это все пытаюсь завуалировать. Но посыл основной вы поняли. Вы человек, который даже, вот знаете, вы многие молоды в душе. Даже вот если, ну, как бы по паспорту вам много лет уже, да, но в душе вы молодой. Вы многие молодые в душе. Единственное, что, ну, как-то отсутствует мотивация, да, вот, ну, не для кого стараться, не хочется горы сворачивать, ну, для кого? Для самого себя, но как-то неинтересно. У многих проиграется, что вы холостяки, ребят. Вот холостякуете. Да, можете иногда с друзьями там где-то посидеть, отвлечься с родственниками, может быть, да. Особо не хочется никуда ходить, хочется какого-то такого внутреннего покоя. Личная жизнь, как я уже сказала, у многих из вас хромает, да. Но опять же, помним, что это общий расклад, поэтому у кого резонирует, переворачивайте под себя. У кого-то из вас есть начало отношений. Но эта женщина довольно такая уверенная в себе, довольно неплохая. И, в общем-то, вы так, ну, глаз положили, да, но еще немножечко так присматриваетесь. Поэтому вы не будете опять-таки прыгать в омут с головой. Итак, давайте смотреть, кто же вами интересуется. Это женщина, с которой вы, в принципе, знакомы, даже, может быть, как-то пересекаетесь, общаетесь. Женщина приблизительно среднего возраста, такая, но она стройного телосложения, может быть, даже моложе своих лет выглядит. Женщина с характером. Мужчин нет, у нее отношений нет на данный момент, но вот как-то вы с ней пересекались. Как пересекались? У кого-то может проиграться, что даже вот как-то то ли по работе, какие-то денежно-финансовые операции. Не обязательно, да, 100% не может быть у всех по работе, потому что это общий расклад. Ну, то есть это может быть все, что связано с финансами, может быть денежный расчет какой-то, тот же магазин, там, я не знаю, аптека, парикмахерская, там, где есть вот деньги, там, где есть какой-то вот финансовый оборот. Вы с ней общались, я не скажу, что это были отношения. Вы даже иногда вот пересекаетесь, можете там парой-тройкой слов переброситься, даже в соцсетях вы можете еще поддерживать с ней общение. Но вот как-то, знаете, она вроде бы вами интересуется, а с другой стороны вот почему-то она, ну то ли не отошла от своих прежних отношений, вот она, ну так, стрёмненько еще относится к мужчинам. Это даже не только вас касается.
вот с одной стороны, вы интересны, да, вот даже, я бы сказала, более чем интересны. Но почему-то она пока ставит барьер. Вот общается, ну да, у нее было разбитое сердце, она еще не отошла, это 100%. Там, скорее всего, была измена, предательство, и причем уже прошел довольно приличный срок. Женщина, у которой, ну да, глубокая психотравма, которая еще не зажила. А поскольку сердцу не прикажешь, да, вот вы ей понравились, она так вроде бы парой-тройкой слов перебрасывается, но пока к отношениям не готова. Вот она как ежик, да, вот она такие колючки выставляет, если видит, что мужчина начинает там как-то ее охмурять, как-то вот шаги делать. Давайте посмотрим, может быть у вас с ней что-либо, да, вот в дальнейшем. Но ей хреново, конечно, да, ей хреново. Ей хочется любви, ей хочется семьи, это 100%. Но пока что вот я бы вам советовала, вот если вы поняли, ребят, о ком идет речь, да, вот переворачивайте на себя, вот с кем вы общаетесь, подумайте. Она как раз для семейных отношений, да. Но пока нужно ей дать время, чтобы, ну, немножечко вот эти ее страсти поулеглись. Вы, в принципе, по себе знаете, как очень тяжело, когда предают, да, когда делают больно, и у всех это разный срок, когда все эмоции поулягутся. Поэтому вот если вы поняли, о ком идет речь, если вам эта женщина интересна, да, здесь в дальнейшем у вас могут с ней быть и отношения, и брак. Вы можете все так же продолжать с ней общаться, ну, как хорошие приятели, да, вот можете даже флиртовать немножко, можете, если даже видите, что она там взгрустнула немножко, да, вы можете ее взбодрить какой-то шуткой, прибауткой. Однозначно у вас идут новые отношения. Но опять-таки, если вы этого захотите, это будет конец вашего одиночества, это будет конец вот вашим страданиям, переживаниям, потому что многие из вас тоже имеют разбитое сердечко. Я вам скажу, что женщина очень неплохая, она достойная, но единственное, что вы же знаете, когда израненная душа, то нужен стопроцентный какой-то такой период для расслабления, для успокоения, да, и у каждого он свой. Это женщина, которая, в общем-то, воспитывалась в довольно неплохой семье. Это женщина, которая имеет, ну, довольно-таки неплохие, вот именно женские такие навыки, да, скажем. Она хорошая хозяйка, она не гулящая, она, ну, такая, знаете, она и в обществе, ну, так, умеет держать себя, да, она не высокомерная, нет, просто вот она умеет и разговор поддержать, с ней не стыдно появиться на людях, да, но вот на какой-то период вот она закрылась, да, вот вы ей понравились с одной стороны, ну, она как будто, знаете, вот оставила вас, ну, не то чтобы оставила на потом, да, но она имеет надежду, что, ну, вот чуть попозже, может быть, у вас что-то и получится. Она и сама понимает, что сейчас она не готова к новым отношениям. То есть головой, вот умом она понимает, что да, вот хотелось бы, что вы достойный мужчина, что вы импонируете по разным параметрам. Но сердечко закрыто, поэтому она не пытается вот как-то прям так открыто вас заполучить. Она особых таких шагов не делает в ваш адрес, но она надеется, что все-таки может быть, ваше такое вот легкое общение продолжится, а в дальнейшем и будет сближение. Поэтому я бы вот вам советовала, ну, не упустить такую женщину, кто понял, да, о ком я сейчас говорю. Общайтесь вот как общается. Пусть это будет легкий дружеский разговор, пусть это будет легкий флирт, да, ну, вы силой не заставите, да, вот человека сблизиться. Хоть вы и интересный, хоть вы и не безразличны, но она боится, вот она даже боится влюбиться и наступить на те же грабли. Поэтому она, ну, закрыла сердечко свое. Я вам скажу, что многие из вас вот именно как-то со временем, может быть, даже с приходом в вашу жизнь этой женщины, но я имею в виду, когда уже она немножко оттает, да, вот ваша жизнь кардинально поменяется. Вы станете и более уверенны в себе. А вы немножко станете вот поспокойнее. У кого-то даже характер станет не такой вспыльчивый, потому что вы знаете, да, вот на нервах, ну, очень многие люди становятся вспыльчивые, более агрессивные, как спичка становишься, да, хотя, может быть, потом и жалеешь.
Поэтому вот такие пироги, ребятушки. Вот такая женщина есть где-то в вашем окружении. У каждого это будет, конечно же, в своем где-то месте. Да, не могут быть везде, там на работе эти женщины, либо в магазине, либо еще где-то. Подумайте, где вы пересекаетесь, где есть подобная женщина. Я вам скажу, даже вы можете, как маленький такой опознавательный знак, у нее могут быть, ну, такие, знаете, грустные-грустные глаза. То есть она может улыбаться, она может вроде бы так и немножко и флиртовать, как-то отвечать, но вот какая-то грустинка в глазах, в ее лице, она будет читаться. Поэтому присматривайтесь. Если будет желание, да, подождите, пообщайтесь, как я уже сказала. Ну, а там дальше у вас все получится. Вот такой был расклад сегодня. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!